Сегодня мы с вами снова посмотрим, что происходит на Западе, а точнее на главного героя всех мировых новостей, президента США Дональда Трампа Великого. Период у Трампа сейчас продуктивный. Закончились полуторамесячная война с Ираном, идут переговоры о мирном урегулировании, делаются важные геополитические дела. Но Трамп, похоже, про Иран уже чуть-чуть забыл и переключается на другие задачи. Вообще, с Дональдом Трампом на втором сроке происходят все те же вещи, в которых он обвинял предшественника Джо Байдена и всех кругом демократов. Зарубежные войны есть, скандалы с министрами имеются, возраст у президента преклонный, и за Трампом тоже замечают, что он тормозит и делает странные вещи. Все закольцевалось, и правление Трампа полнится теми же грехами, в которых он обвинял других. Да и другими грехами тоже. Так еще и на весь мир, помимо этого мира воли, все это происходит. Так что имеет, конечно, смысл обсудить и посмотреть, что там происходит такое в Америке. Так что расскажем, как там дела у американского президента. Чем он занимается и почему люди начинают думать, что он немножко сходит с ума. Прежде чем начнем, только напомню. В описании вы найдете ссылку, где мы собрали способы по обходу блокировок интернета и следим за их актуальностью. Спонсирует это дело МКарт, криптовалютная альтернатива зарубежным банковским картам. Мы их тестировали в Европе, все отлично работает. Про Иран общий посыл Трампа сейчас в том, что все супер. Война окончена успешно, все цели операции достигнуты, можно двигаться дальше. Никакого окончательного договора пока не подписали, но Трамп спокойно и великодушно продлил перемирие, чтобы успеть договориться. Договаривается он не сам. На переговоры с иранцами отправили вице-президента Джей Ди Венса и других чиновников из американской администрации. Сам же Трамп уже размышляет о совсем других вещах. Чем он реально интересуется, так это предстоящим праздником. 4 июля будет День независимости США у нас. 250-летний юбилей со дня основания Америки. Праздновать будут с масштабом. И Трамп лично сфокусировался на том, что останется после всего торжества, на архитектурном наследии. Похоже, президент твердо решил оставить свой отпечаток на облике столицы США Вашингтона. И представил аж несколько проектов новых монументов. Первый – это обновление самого Белого дома. Прошлой осенью по указанию Трампа снесли все восточное крыло резиденции президента. На этом месте Трамп собирается построить огромный бальный зал. Он будет больше, чем центральное здание Белого дома. То самое, которое традиционно показывают по телевизору. Для Трампа на бальном зале свет клином сошелся. Президент регулярно на всех пресс-конференциях его упоминает, показывает рендеры, хвастается будущим зданием перед другими лидерами. Особенно разошлось видео, где Трамп просто посреди совещания встает и подходит к окну, и там мечтательно смотрит на место, где построят громаду по его плану. Другой проект – огромная триумфальная арка. Вообще-то триумфальные арки обычно строили в честь каких-то больших военных побед, но эту Трамп ставит просто так, без повода. Ни с каким Ираном это не связано. Арку мистер президент хотел давно. Конструкция будет крупнее триумфальной арки в Париже. Сверху статуя, вокруг золотые Трампы. Ну ладно, орлы вокруг, позолота. В общем, все в уже ставшем фирменном стиле Трампа. Пока что ничего не строит, но Трамп обещал к 4 июля успеть. Возможно, его интерес к арке связан еще с тем, что если там одну букву заменить, то получится, если с английского, трампумфальная арка. Ну и прекрасно. Также Трамп продолжает активно постить контент в глобальной сети интернет. Но на днях произошла редчайшая ситуация. Президенту пришлось удалить твит. Или там в Truth Social пост. В приступе любви к себе Дональд Трамп умудрился запостить в соцсети нейросетевую картинку, где он предстает перед публикой в образе Иисуса. На фоне, конечно же, орел, статуя свободы и американский флаг. А посередине Трамп в облачении Христа и излечивает больного мужчину. Из ладоней Трампа исходит божественный свет, а люди вокруг молятся на президента. Такого прикола даже самые ярые сторонники Трампа не выдержали, и через несколько часов пост из соцсетей был удален. Позже репортеры поинтересовались у Трампа, все ли вообще хорошо. Сформулировали это, конечно, немного иначе. Стоит ли вообще постить? Нормально ли постить президенту такие вещи? Президент ответил, он, дескать, думал, что он там в образе врача в госпитале, а никакого Иисуса Христа не видел. Вот так вот. А что Трамп не удалил, так это наезд на реального посланника Божьего на земле, как реального, в смысле
папу римского Льва XIV. Трамп заявил, что Лев слишком уж либерален. В борьбе с преступностью ничего не смыслит и в геополитике тоже слаб, потому что осуждает войну с Ираном. Также Трамп добавил, что если бы не он, то Лев и не стал бы римским папой. Дескать, американца Льва специально избрали на конклаве, чтобы он с Трампом дружил, а тот что-то не дружит. Там еще довольно забавно, что Трампу вторит вице-президент Венс, который вообще обратился в католицизм во взрослом возрасте, в 2019 году, и регулярно всем рассказывает, как крепка его вера и как она направляет его к благостной жизни. Только вот и почивший папа Франциск, и нынешний папа Лев Венса регулярно критиковали за его взгляды и на войны, и на мигрантов. Венс на это обиделся и теперь тоже распинается, что папа римский католик неправильный и ничего не понимает. Вроде как там у них среди католиков в таком случае человек католиком перестает считаться. Что-то там какое-то решение вроде есть старинное, но это не наш департамент. Мы ничего про католиков не знаем и не понимаем. Короче, словом, хаотичное поведение Трампа наводит все больше людей на мысль, что президент съезжает с катушек. А уж травмированная опытом Джо Байдена Америка имеет более конкретное мнение, что у Трампа деменция. По одному из запросов аж 55% американцев считают, что президент ментально не способен руководить страной. На 7% выше, чем год назад. И на здоровье Трампа начинают обращать внимание так же пристально, как когда-то на здоровье Байдена. Вовсю расходится видео, как президент засыпает на совещаниях в Белом доме. Ну, хотя это с кем не бывало. Журналисты следят за странными синяками на ладонях президента и на кистях. Даже пресс-секретаря Белого дома спросили, в чем дело. Та ответила, что все от крепких рукопожатий. Впрочем, самого Трампа сомнения граждан в стабильности его состояния не особенно волнуют. Он продолжает фокусироваться на интересных частях президентской работы. Сейчас вот, например, в Вашингтон приезжает с официальным визитом великобританский король Карл III. Такое Трампу нравится. Но приключения есть не только у Трампа, но и у его министров. Там все намного веселей. Хотя, казалось бы, куда уж веселей. Поговорим об этом после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Вы наверняка видели новости, будто на айфоне сложнее отслеживать использование VPN. Но это не так. Приложения российских площадок все равно смогут собирать данные и понимать, что вы пользуетесь VPN. Это означает, что вне зависимости от устройства российские приложения под VPN могут перестать открываться, а сам VPN будет работать хуже. Но есть решение – подключить сервис с раздельным туннелированием. Тогда вы сможете настроить VPN так, чтобы он включался только когда нужно, когда вы заходите в Telegram или открываете YouTube. Все остальное время он будет выключен. Такая функция есть, например, у PaperVPN. У него, кстати, есть еще одно преимущество – собственное приложение, что делает работу PaperVPN независимой от доступности Telegram. Кроме того, PaperVPN внимательно следит за нагрузкой на серверы и равномерно ее распределяет. Поэтому видео в Full HD грузится моментально. Можно безо всяких подвисаний смотреть YouTube, кружки в Телеграме и Reels. Одну подписку можно оформить на весь ваш чат друзей и на их семьи в придачу. А если подключите безлимитный тариф, не будет ограничений и по трафику. Не придется выяснять, кто весь трафик за пару ночей потратил, засыпая под видео на YouTube. PaperVPN на рынке уже 4 года и успешно пережил несколько волн блокировок. Команда сервиса оперативно реагирует на новые ограничения и не оставляет пользователей наедине с неполадкой. Надежность PaperVPN подтверждают тысячи положительных отзывов. Цены стартуют от 120 рублей в месяц, но выгоднее оформить безлимитный тариф на 2 года. Тем более, что с моим промокодом CATS вы получите скидку в 10% на любой тариф. Есть также 30-дневный тестовый период. Если вам сервис чем-то не понравится, сможете сразу вернуть деньги. Ссылка на PaperVPN в описании. Спасибо, что смотрите рекламу. Она позволяет каналу оставаться независимым. Мы их в последнее время побольше ставим. Спрос есть. В общем, продолжаем. Глава называется «Слава богу, что сегодня пятница». Приключения полным ходом идут и у прямых подчиненных Трампа, то есть его министров. На этот раз скандал разразился в Министерстве труда, которым заправляла назначенная Трампом Лори Чавес Деремер, бывшая мэр и конгрессвумен от Орегона. И теперь она подала в отставку. Выяснилось, что министр труда рабочее время тратила на развлечения.
И ее аппарат специально подстраивал официальные визиты министра труда так, чтобы она с семьей могла увидеться, значит, где-нибудь в хорошем месте и отдохнуть в теплых местах. Бюджет Министерства труда тратился на крутые отели и аренду джипов. Подчиненные поделились с расследователями смс-ками, где министр требует притащить ей в номер вина в 2 часа дня. Тоже во время официальной поездки. Она также успела закрутить роман с собственным телохранителем. И ладно бы только она такое, значит, вот отщебучивала. Так к ее же подчиненным лезли ее отец и муж. Отец написывал молодым сотрудницам и предлагал личную встречу. А мужу прям запретили вход в здание министерства после ряда жалоб на подкаты от нескольких сотрудниц. Одновременно поступали жалобы, что министр труда вообще не ходит на работу. И вот вся эта информация докатилась до Сената. Министр решила уйти сама, пока ее не выгнали. Теперь Министерством труда временно управляет замминистра, который, впрочем, поговаривают, что он и так руководил все это время, пока министр жила свою лучшую жизнь. В вопросах тусовок также преуспевает и директор ФБР Каш Патель. Журнал «Атлантик» недавно выпустил статью, в которой говорится, что Патель на своем посту яростно бухает. Сотрудникам ФБР приходилось переносить назначенные на утро совещания, потому что господин директор спал. Однажды до него не смогли дозвониться его же охранники, и им пришлось вскрывать двери оборудованием спецслужб, чтобы разбудить директора и предложить опохмелиться. А когда он не спит, то проводит время в ресторанах Вашингтона и стриптиз-клубах Лас-Вегаса. ФБР и Министерство юстиции таким поведением немного обеспокоены. Сам же Патель после выхода статьи сообщил, что вы, мол, все врете, и выкатил иск против Атлантик на возмещение морального ущерба в 250 миллионов американских долларов. Другой министр – наш любимый глава Минздрава Роберт Кеннеди-младший. Он вроде в относительном порядке, но по сравнению со всеми остальными. С ним никаких драм не происходит. Но ему приходится отдуваться за поведение самого Трампа. Ведь господин президент последние годы регулярно заявляет, что понизит цены на лекарства. Причем не просто понизит, а аж на 500, 600, а то и все 1400%. Это, как вы понимаете, математически немного затруднительно. Но Большого Дона математика никогда не останавливала. Ему-то все равно. А вот Кеннеди, как министру, нужно ходить в Конгресс и отчитываться на публичных слушаниях. И вот на неделе сенаторы его спрашивают: скажите, мол, господин министр, вот ваш босс говорит, что сделает таблетки дешевле на 600%. Это, в принципе, что значит-то? Пришлось в эфире национального телевидения объяснять, что у президента Трампа свой, более продвинутый способ считать проценты. И что если лекарство стоило $600, а теперь стоит 10, то это сокращение на 600%. Так. Сенаторы смотрели на Кеннеди грустным взглядом, а Кеннеди грустным взглядом смотрел на сенаторов. Потери продолжаются и среди чиновников рангом пониже. Несколько дней назад уволили министра военно-морских сил Джона Феллона, который активно занимался продвижением нового проекта военных кораблей, что само по себе довольно сумасшедшая идея. Во-первых, это должны были быть линкоры, огромные корабли прошлой эпохи, которые уже давно никто не использует. Вместо них есть авианосцы. Но выглядели они круто, поэтому Трамп захотел линкоры. Во-вторых, назвали корабли в честь, конечно же, Трампа. Вот прям так и назвали. Линкоры США класса Трамп. Конечно же, как вы можете представить, самому Трампу это пришлось по душе. Господин президент тут же потребовал новые корабли имени себя немедленно спустить на воду. Не позже, чем 28-й год. Срок абсолютно безумный. Там разве что из пенопласта корабль можно нафигарить. Министр никак к этому не приближался. Потому что, почему не приближался? Потому что это невозможно. Но тут и Трамп его и уволил. Пока Трамп развлекается строительством трампомфальных арок, а его министры изучением барной карты и строительством Трампа корабля, остальные политики тем временем думают о выборах в Конгресс, которые пройдут в ноябре. Напомню, в Америке в середине президентского срока переизбирают всю палату представителей и треть Сената, так что выборы эти важные. Партия президента и так практически всегда на промежуточных выборах проигрывает. Ну а в этот раз проблемы для республиканцев видны невооруженным глазом уже сейчас. Даже далеко за пределов Соединенных Штатов видны. В общих опросах демократы обгоняют республиканцев где-то на 5-6%. Правда, стоит учитывать, что выборы в Америке не по партийным спискам, а по округам.
и вокруг них продолжает разгораться большая драма. Буквально несколько дней назад демократы в штате Вирджиния приняли новую схему округов. Схема представляет собой абсолютно бесстыдное жульничество. Это жесткий и бесстыдный, как там называется, джерримендеринг. Сейчас демократы держат 6 из 11 округов в Вирджинии, а по новой карте смогут взять аж 10 из 11. Чтобы увидеть джерримендеринг этот, то есть нарезку округов таким жульническим образом, чтобы определенная партия выигрывала, экспертам быть не надо. Все прям сразу очевидно. Патриотическо-христианскую сельскую местность порезали на кусочки и присоединили к пригородам Вашингтона, где обитают самые злостные либералы. И теперь во всех этих округах демократов получилось больше. Они такие, как лучи такие выглядят. Естественно, республиканцы сразу начали громко кричать, и по делу. Вы, дескать, жулики, диктаторы и коммунисты, что же вы творите-то? Как же так можно? Но не спешите ругать демократов. Перерисовку округов начали еще несколько месяцев назад республиканцы в штате Техас и нескольких других штатов. Они, конечно, как-то формально пытались скрыть, что рисуют в политических целях, но все понимали, и округа там выглядели точно так же. И теперь вот республиканцы столкнулись с ответочкой. Раньше демократы руководствовались принципом белого пальто. Вот Трамп мой такой ужасный такой, значит, и делает плохие вещи, а мы не будем, мы будем честны и верны идеалам демократии. Но за что, мол, избиратели нас и любят? Этот подход позитивных результатов не принес. Демократы проиграли и Белый дом, и Палату представителей, и Сенат. Ну и решили тактику сменить. Увидев, как республиканцы джерримендерят округа, демократы решили, что тоже так будут делать. Губернаторы синих штатов прямо заявили, мол, мы меняем округа под себя, потому что республиканцы первые начали. Стоит отдать должное демократам. В Вирджинии и до этого еще в Калифорнии новые схемы округов они не просто сами приняли, а провели через прям референдумы в штатах, добавив себе легитимности. Итог противостояния картографов на данный момент такой. Ничего особо не поменялось. Демократы добавили себе примерно столько же округов, сколько до этого республиканцы с помощью этих перенарезаний. Уменьшилось число конкурентных округов. Баланс сил же пока не изменился. В общем, жульничают одинаково. Как на это все реагирует сам Трамп? Да особо никак, ему все равно. Вообще всю эту войну с рисовкой округов сам Трамп и начал. Приватно и публично заставлял республиканцев принимать новые схемы, чтобы победить демократов. А теперь, когда выходит, что республиканцы сами себе засунули дубину в колесо, Трамп об этих округах вообще вспоминает редко. Вообще, Трамп, похоже, смирился с тем, что Конгресс в ноябре он потеряет. Тому и фокусируется на делах, которые сможет делать без Конгресса, внешней политики и всяких монументов. Монументы он строит на частные деньги, а во внешней политике Конгресс не особенно может ему мешать, даже если там будут заседать сплошь демократы. Разговаривая с журналистами про Иран несколько дней назад, Трамп снова заявил, что Иран побежден, и добавил: «Куба будет следующей». Вокруг нее США установили блокаду, так что это не пустые слова. Вероятно, Трамп реально готовится к новому заморскому приключению. Следующие президентские выборы будут аж в 2028, так что времени у Трампа полно. Никакой импичмент ему не объявят, в прошлый срок пытались 2 раза и ничего не вышло. Так что президент чувствует себя в безопасности и делает, что хочет, развлекается на полную катушку. А вот в его администрации о будущем без Трампа уже подумывают. Конституция запрещает президенту идти на 3-й срок. Трамп очень любит просуждать, что может и можно, но там запрет прямо английским по белому написан, никак не обойти. Поэтому союзники Трампа думают о собственных амбициях и будущем партии. Вообще логичный наследник Трампа – это вице-президент Венс. Но, как пишет издание Politico, за последние месяцы в администрации гораздо более популярным стал госсекретарь Марко Рубио. Он сейчас находится в центре всех внешнеполитических решений, а именно в этом вопросе Трамп сейчас активен больше всего. Рубио раньше был плотно на стороне старого истеблишмента, затем перешел на сторону трампистов, но реальные навыки государственного мужа не растерял, что в администрации Трампа наблюдается нечасто. В вопросах насчет следующих выборов Венс пока по-прежнему впереди, но поддержка Рубио сильно растет. Но до президентских выборов все-таки еще далеко. Предстоящие 2,5 года Америке никуда не деться от Дональда Трампа и приключений, которые он решит ей устроить. Так же, как никуда не деться и остальному миру, который американского президента интересует явно намного больше, чем внутренние американские дела. Так что мы будем и дальше следить, какие там еще Трамп придумает архитектурные излишества, в образе какого божества запостит себя в Truth Social, и какая еще диктатура будет поставлена на колени перед мощью американской военной машины. До завтра!